Привет из Грузии! Сегодня я поеду на экскурсию в Мцхету из Тбилиси. Это один из самых популярных туров среди туристов. Покажу красивые места и расскажу много интересного. Я ездила в Мцхету групповым туром. Под видео оставила для вас ссылку на эту экскурсию. Пользуйтесь! Поездка понравилась мне с первых минут. Экскурсия в Мцхету – это как путешествие во времени. Город был основан еще в первом веке до нашей эры. Мцхета – самая первая столица Грузии. После нее этот титул забрал Тбилиси. Мы приехали в Мцхету. Первая остановка – монастырь Джвари. Немного лет тому назад, там, где сливаясь шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры, был монастырь, писал Лермонтов о Джвари в поэме «Мцири». Отсюда открывается потрясающий вид. Здесь сливаются две реки – Кура и Арагви. Посмотрите, какая красота. Отсюда видно Мцхету, древнюю столицу Грузии. Вообще потрясающее место. Можно сделать красивые фотографии и просто полюбоваться. Лермонтов побывал здесь в 1837 году. Легенда гласит, что в монастыре он встретил монаха, который и рассказал историю, описанную в поэме. Так ли это на самом деле, неизвестно. Возможно, на создание поэмы Лермонтова вдохновила совершенная красота этих мест. Монастырь Джвари построен на крутом утесе, на самом краю скалы, которую он продолжает и завершает. Этим местом невозможно налюбоваться. Монастырь Джвари – один из древнейших храмов Грузии. В 1994 году он стал первым грузинским памятником, внесенным в Фонд всемирного наследия ЮНЕСКО. Название Джвари переводится как «крест», поэтому храм также называют монастырем Святого Креста. Дело в том, что построен он на той же горе, где в IV веке стоял крест, установленный святой Ниной. Эта юная девушка совершила невозможное. Она победила язычество в Грузии, а установленный ею крест символизирует принятие христианства в стране. Со смотровых площадок на горе мы любовались Мцхетой. Отправляемся рассмотреть ее поближе. По пути наш гид Тимур рассказывает ее историю. Мцхета давно утратила статус столицы, но навсегда осталась духовным сердцем Грузии. Ведь именно здесь, в далеком 327 году, впервые было принято христианство. Именно здесь начала свой путь святая Нина. В Мцхете царит особая атмосфера, ее узкие мощеные улочки напоминают о солидном возрасте этого места. До IV века, до принятия христианства, старая часть города, основная часть города была на той стороне, где гора, вот я вам показывал сверху, где стоял идол, Армаз, которому поклонялись. Вот после IV века вот это место стало центром. Сейчас зайдем в храм, и я расскажу вам, как это произошло. Мы направляемся к главной достопримечательности Мцхеты – собору Светицховели, что в переводе означает «животворящий столб». Согласно преданию, именно здесь захоронен хитон, в котором был распят Иисус Христос. В Грузию его привез еврей Илиос. Он отдал его своей сестре Сидонии. Она умерла, держа хитон в руках. Так ее и похоронили. Когда святая Нина пришла сюда, и Грузия принимает христианство, и, стал вопрос, что нужно строить первый храм. Христианский храм. Но святая Нина знала о том, что хитон Иисуса Христа захоронен в Мцхете, и она поспрашивала у старых евреев и выяснила, где могила Сидонии. На могиле Сидонии выросло дерево, большое дерево, ливанский кедр. И решили срубить это дерево и на месте могилы Сидонии построить первый храм. Из этого кедра вырезали 7 столбов. Первая церковь была она деревянная, небольшая, и 6 столбов установили. И вот центральный столб, опорный, который должен был держать крышу, никто не смог ее сдвинуть с места. И тогда пришла святая Нина. Она всю ночь молилась, и под утро с небес спустился ангел. Поднял этот столб и установил по центру. Когда достроили этот храм, этот центральный столб, который установил ангел прямо на могиле Сидонии по центру, он стал мироточить.
И люди, дотрагиваясь до этого столба, начали исцеляться. И поэтому эта церковь получила название Светицховели, что в переводе означает «животворящий столб». То есть изначально как бы это название не предусматривалось, но из-за такого случая, что произошло, ангел установил этот столб, и он стал мироточить, и люди исцеляться, поэтому получил название. У собора богатое прошлое, полное других преданий и необъяснимых загадок. Гид рассказал нам еще множество интересных историй. Светицховели считают одним из главных православных храмов страны. Ради него в Грузию приезжают паломники со всего мира. На входной двери в Светицховели изображены апостолы и сцена, иллюстрирующая установление животворящего столпа ангелами. Внутри собора расположено несколько колонн. Стены украшают уникальные фрески. В храме можно увидеть тот самый животворящий столб. Над ним выстроена каменная сень, расписанная фресками. Их сюжеты рассказывают об истории Хитона и столпа. Собор на протяжении долгого времени был местом коронации царей, а также их усыпальницей. И сегодня здесь находятся надгробные плиты, вмурованные в пол. В том числе могила любимого царя грузинского народа Вахтанга Гаргасали, основателя Тбилиси. В Светицховели сохранилась купель, в которой крестили царя Иберии Мириана III, первого владыку страны, принявшего христианство. Также в храме хранится частица мощей святого апостола Андрея Первозванного. Но от второй церкви, базилики, каменной базилики, которую построил царь Вахтанг Гаргасали, основатель города Тбилиси, остались вот колонны, частичка. Смотрите, там рельефное изображение, колонна. Это колонна от храма внизу, видите? Это колонна от храма, от базилики 5 века. Помимо хитоны и мощей в соборе хранятся и другие реликвии. Среди них плащ святого пророка Ильи и список с цилканской иконы Божьей Матери. Фасад собора украшен орнаментами, высеченными из камня. Они поражают мастерством и тонкостью работы. По периметру храм окружен каменной стеной, некогда служившей для оборонительных целей. Она имеет массивные входные врата, а на одной из ее сторон находится звонница. Древняя столица Грузии поражает своей атмосферой умиротворения. Мцхета – это узкие улочки, величественные зеленые горы и тишина, которую нарушают лишь негромкие голоса туристов. Обязательно побывайте на экскурсии в Мцхете. Это место точно навсегда останется в вашем сердце. Поддержите меня лайком и обязательно подпишитесь на канал. У меня для вас еще много интересного о Грузии и не только.